Надеюсь, все меня перевели. Хочу сказать спасибо Николасу и Аметисту за то, что подарили вчера на премьере денежку. Я только вчера это подключил, и уже 2 подарка, спасибо. Кто богатый, может подарить. Будет очень приятно. Так, это у нас элитный босс. Начинаем как обычно, обычная ферма. Один раз улучшаем. Ставим героя, бесплатную обезьяну. Когда я начинал, все в топе со 2 места и до 50-го, я уверен на 99%, что это 2 парагона, инженер плюс или ниндзя, или самолет. Кто новичок, не советую вот этот повторять. Лучше повторить вот это видео. Так вот. Так, ставим вертолет. Как будет доступен банк. Улучшаем. И закидываем на 31 волне немножко денежек. Это моя вторая была попытка. На первой я посмотрел, мне не хватило $400, было 12100. Решил докинуть на 31 и на самой волне тоже. Чтобы вышло примерно 12500. Так вот. В топе были 2 парагона. Это инженер плюс ниндзя или инженер плюс самолет. Я не как все. Я решил за ними не повторять. Когда я проходил начал проходить, тогда уже была новая стратегия узната. Это был инженер плюс дротик. Но я решил не повторять за всеми и сделать как могу. Все равно это топ-50, потому что это намного выгоднее, чем 2 других парагона. А с дротиком я даже не знаю, как это проходить. Я не пробовал и не думал даже об этом. Но в принципе, молодец, что догадался. Я знаю, кто это придумал. А остальные уже, в принципе, повторяют. Не видел, чтобы кто-то вот так проходил, как я. Так, мы делаем, значит, вертолет, улучшаем его полностью. И делаем как можно дольше раунда. Чем дольше раунд, тем больше мы получаем денег. В принципе, герой очень хороший в этом плане, он может замедлять раунды своим льдом. Также мы собираем и пополняем постоянно наш банк. В принципе, могу сказать, на первый раунд босса у нас тактика простая, это просто вертолет без ничего более. Вначале я покажу, как я проходил первый раз. Без опыта, не знал вообще, что меня ждет. Потому что до этой проходки я ничего не тестировал, только 5-й тир. 39-я волна. Тут регенерирующие шарики. Самолет отлично их регенерирует и получает денежку. Вот у нас хватает на вертолет улучшение 5-е. Также спасибо, кто на меня подписывается. У нас уже почти 2900. Когда будет 3000, я буду просить разработчиков, чтобы они дали мне ранний доступ, чтобы видео выходили пораньше и получше. С модами это, конечно, круто, классно, но, во-первых, они не все могут.
А если могут, тогда вот я делал там просто перекрытая полоска здоровья у босса, и не видно было хп. А если это убрать, тогда не видно будет, сколько я потратил денег. Так, тактика у нас такая на первого босса: это самолет, вертолет, извиняюсь. Мы улучшаем барабаны и улучшаем нижнюю ветку. Обязательно надо улучшить нижнюю ветку. У меня было примерно 5 попыток, потом я понял, что, во-первых, можно Сайлоса двигать. Хотя то, что его можно двигать и ставить на его платформе, я понял, это спустя 10 попыток. Спустя 5 я понял, то, что надо улучшить вниз, чтобы намного сильнее бить. Что тут главное? Главное это не то, как быстро вы его убьете. Неважно, первые раунды, насколько они были быстрые. Главное, чтобы на 42-м вы не лопнули все регенерирующие шарики, и чтобы все остальные его фазы вы убили на 42-м раунде. Ни раньше, ни позже. Раньше не получится, позже, может быть, и получится. Легко получится, на самом деле. Я на первый тир потратил больше 20 попыток, и для меня это было больше всех попыток на самом деле. Второй тир был намного проще, третий простой, четвертый простой. Ну и на пятый я потратил тоже много попыток. Потому что я тестировал пятый тир не совсем как надо. Также вот можно убрать героя. Возможно, это надо было делать раньше, потому что вертолет намного лучше задерживает раунды. Без героя, без дротика. Также, когда вы видите, как у меня сейчас перестает идти таймер, можно заканчивать волну. Потому что уже я не смогу использовать заново, и способность не появится. Также это можно понять по таймеру. Если таймер пошел, значит способности не будут откатываться. Проблема с вертолета только в том, что он не пробивает сталь. На 45-м раунде идет сталь, которая в принципе убьет. Вот так вот можно контролировать. На самом деле это не сложно, любой это сможет, и кто захочет. Если вы меня слышите и это видите, текст, то это правда. Мы, как я считаю, самые лучшие, сильные, крутые, классные. Так, вот 45-е надо обязательно двигать Сайлосом, чтобы поставить способность вертолета на льду. Если вы его ставите снизу, он ничего стрелять не будет. Также мы ставим 2 фермы. Улучшаем их до 4.2.0. Только позже я понял, что когда их улучшил, что нужно было деревню прокачивать. Примерно где-то сейчас я это понял. Или чуть-чуть позже, не знаю. Потому что надо было прокачать и получать дополнительный доход. И вместо банка 5-го тира ставить 5-й тир через верх. Это намного прибыльнее и намного проще. И получите намного больше денег. Скорее всего. Плюс мы будем делать ультрабуст. И будет намного больше денег. Здесь я вымеряю будущего нашего бога солнца. На 49-м раунде надо обязательно поставить способность, иначе вы умрете. Слишком много регенерирующих шариков.
Ставим вторую ферму. Почему мы их ставим здесь? Ну, в принципе, они единственное место, где можно в радиусе поставить наши деревни. Но на самом деле это причина совсем другая. Эти фермы будут использоваться для бога солнца. Мы будем тратить 50 тысяч. Две фермы дают ровно 50 тысяч, чуть-чуть больше, если они без скидки. У нас будет скидка из-за деревни, поэтому надо будет дополнительные деньги потратить. В принципе, пока проходят последние 6 раундов перед боссом, я расскажу, как высчитывать для бога солнца. Самый простой способ — это в минимум денег делать. Мы смотрим, сколько денег. Например, сейчас у меня 140 тысяч. И нам надо ровно 50. То есть из 140 делаем 190. И тогда мы получаем полное вознесение. Если у нас меньше, даже на 100 долларов или даже на 5 долларов, мы не получим ничего. Даже если ровно 50 тысяч, мы не получим. Ну, мы получим что-то, но мы не получим то, что нам надо было. Это будут просто деньги впустую. И мы будем плакать. Также мы ставим ниндзю. Возможно, здесь есть другие способы. Когда я тестировал, я проверял, можно еще просто 2 или 3 солнечных аватара. Они справляются хорошо. Собираем, улучшаем прямо на раунде. На первом. И он почти справляется со всем фейзом. Также мы добавляем солнечного аватара. Делаем его в радиусе скидки. Это обязательно. Зачем тратить деньги, если можно их не тратить? Также можете написать мой промокод. Код автора. Мне будет приятно. Даже если вы ничего не купите, все равно это приятно. Перетаскиваем его на лед, этого аватара, и добиваем. В принципе, второй тир, если у вас денег, как у меня, или даже больше, это будет очень простой тир. Также лучше солнечного аватара ускорить через инженера. Если вы думаете, почему я не продаю ниндзю, здесь я в принципе ничего не продаю за все 140 раундов я не продал, по-моему, ничего. Это все будет использоваться в качестве это будет все использоваться для солнечного аватара, для вознесения. Если мы ставили все в скидку, все фермы, тогда нам надо будет поставить для примерно идеального солнечного два инженера и 2 укротителя в радиусе скидки деревни и одного инженера вне радиуса скидки. Это будет ровно 50 тысяч с копейками. Также мы ставим новые фермы, потому что деньги нам понадобятся. Ставим их справа, ставим Сайлоса рядом. Почему справа? Почему не рядом с деревней? Потому что они будут тоже использоваться. Также их 2, и они без скидки, то есть полностью 50 тысяч мы сделали. На 72-м раунде до меня кое-что пришло. Я понял, что можно делать бесконечные раунды и собирать 10 улучшений. Сейчас я покажу, но ускоря остальные все
разы я это вырезал. Потому что это очень долго, и показывать это смысла нет. В итоге я до 80-го раунда накопил 10 улучшений на обоих фермах. По-моему, несколько на банке и несколько на солнечном боге. Это можно делать на 72-м раунде. На 76-м вроде бы можно. 100% на 79-м. Вот на 74-м тоже. Это я вырежу. Да, вот вырезал. Способность можно использовать 10 раз на одном раунде. Я вам советую на самом деле поставить 5-2-0 ферму, потому что она будет лучше. И добавить еще одну или две. Если бы у меня было бы намного больше денег, хотя бы на 1050 на каждом раунде, на третьем, на четвертом и на пятом, было бы намного проще. Здесь мы ставим 50 тысяч обычного класса, 50 тысяч военного. Также мы ставим в радиусе деревни солнечного аватара и переносим, чтобы было дешевле. Также легенду о ночи ставим. Денег у нас не хватает, но мы переносим ниндзю. Это будет магия. Для магии это в принципе почти хватает. Там надо было поставить только друида и ровно 50 тысяч. И у нас готовый храм солнца на 50 тысяч военных, 50 тысяч обычных, 50 тысяч магических. Обязательно не добавляйте ни одного поддерживающего класса. Если вы его добавите, вы, может быть, не пройдете вообще этого босса. Потому что если вы добавили поддержку, значит вы не добавили что-то другое. Максимум можно только 3 из 4. Также я ставлю ледяные обезьяны и снайпера, чтобы повысить урон. Это все будет использоваться в дальнейшем для того, чтобы сделать истинного бога солнца. Здесь я собираю 50 тысяч на обычных, на магию и на военных. На военных, по-моему, надо было один дротикомет, 2 и снайпера. Также я ставлю 5-е тиры супер обезьян. И для поддержки у нас есть уже в радиусе ферма. Эти фермы были заготовлены намного ранее и не были использованы. Также у нас не хватает денежек, как видите, но мы продаем банк. Это единственное, что я продал за все 140 раундов. Также мы ставим ледяную обезьяну, чтобы наш вертолет и инженер не пропал. И запускаем воду. Для того, чтобы открыть, надо 5 раз нажать на верхнюю ячейку, 5 раз на нижнюю, потом 1 раз на кнопку сверху, 1 раз на кнопку снизу и потом кнопку по центру. В принципе, 5-й тир очень простой, если у вас есть истинный бог солнца. Также мы его усиливаем алхимиком, чтобы сделать радиус больше. Если вы поставите, как я, тогда у вас будет радиус не очень хороший, потому что надо будет с помощью Деспирадо усиливать радиус у одного из храмов. Если мы перезайдем в игру, у нас
пропадают оба бафа, как вы сейчас видите. И если мы один раз используем и не перезаходим, у нас бафы всегда будут на 2. Также здесь я готовлю нашу будущую защиту для 5 класса. Добавляем 2 клея. Потом я, по-моему, добавил 3, потому что 2 не хватило. Здесь я потерял $200 на льде. Так что, если кто-то будет повторять 1 в 1, вы можете здесь $200 сохранить и меня превзойти. Но на самом деле я бы советовал вам сделать побольше защиты и побольше денег. Если вы хотите все-таки это пройти. Даже не сильно больше, уже будет намного лучше. Потом я понял, что моя расстановка храмов солнца просто ужасна. Как я тестировал 5 тир? Вот слева снизу вы видите 3 аватаров. Я его поставил здесь. Этот первый храм солнца. А второй я поставил по центру дороги слева. Тогда было очень просто убивать этого босса. Но, как оказалось, там где 3 аватара, там нельзя сделать бога солнца, когда нет воды. И мне пришлось его делать в том месте, где он сейчас есть. Также я ставлю кучу обычных обезьян. Для чего я это делаю? Чтобы мини-аватары не спавнились там, где им не надо. Чтобы они спавнились в определенной точке. А именно под 2 солнечными аватарами. Вон сейчас они заспавнились. По идее, они должны там все спавниться теперь. Они спавнятся по 2. И их спавнится 4 штуки. Также прожмите лайк, подпишитесь, если вы любите качественные видео. Почему я решил вообще с голосом записать? Я делал видео для подписчиков только на 300 просмотров максимум. В принципе, мы за день набрали 260, я видео закрыл. Названия там не было, хэштегов не было. Ничего не было, чтобы смотрели только подписчики. Также я думаю сделать несколько видео проходок тоже только для подписчиков, без каких-либо тегов. Это вот моя первая попытка. Я ничего в принципе не добавлял, и она была неудачной. Потом я понял, надо все продать. Обычных дротиков расставить побольше супер обезьян, чтобы было больше урона. Вы сейчас смотрите мою 14-ю попытку. И все попытки до этого у меня не было всего одного отряда, который просто подарил мне победу. И вы удивитесь, какой это был отряд. Почему удивитесь? Потому что он даже не видит камуфляж. А фейс это камуфляж. И это шпилька. На самом деле она нанесла больше всех урона после истинного бога солнца. И это меня удивило, потому что в половину времени она не может наносить вообще урона. Ну и давайте вы сами посмотрите. Все я поставил на прочное, на сильное. Также использовал все способности, что было. У меня было 3 клея, 2 деревни, 2 льда, которых я переносил по карте, и также шпильку я переносил. Также прямо на раундах я должен был алхимиком всех новых аватаров
усилить. Но, как видите, я этого не делал. А это было бы намного больше урона на самом деле. Я переносил шпильку, я переносил лед и забыл на алхимика. И интересно, почему мне хватило урона. Потому что до этого мне не хватало всегда 2 миллиона урона. Я вот только сейчас понял, что мне надо переносить. Перенес для нижних. Также у меня справа сверху не усилено, но там не было куда ставить. Переношу последний лед. Скажу, почему так, что мне шпилька нанесла 1 миллион урона, мне не хватало 2 миллиона. Это потому, что у Фейза есть способность, когда у него есть щит, когда полоска здоровья, вот как сейчас, темного цвета, тогда он движется побыстрее. И как раз таки вот этого урона, то, что дает шпилька, этот миллион превращается в больше, потому что мы быстрее проходим фазу. И он медленнее. До этого у меня, я посчитал, был урон 100 тысяч в секунду. Сейчас посмотрим тоже сколько. Вот сейчас 30, у меня 1 400 000, 38, уже 700 тысяч. То есть урон 1 300 000. Кстати, скажите, как вам этот код? Мне нравится он. Ну и вот мы получаем наши меньше 2 миллионов. В принципе, я так и хотел. У меня была задача 2 миллиона. Вышло ровно как я хотел. Кому понравилось видео с голосом, оставьте комментарий. Пока.